long-term effects. Во-первых, отличие от диеты, у нее долгосрочный результат. Not like common diets where you can actually lose weight, but then when you quit, you regain the weight. Потому что в обычной диете, вы знаете, вы сначала теряете вес, потом вы его набираете. The system is developed to fit easily with your lifestyle. Кроме этого, система, то есть в системе этого нет, да? Кроме этого, система или программа разработана таким образом, что ее легко вписать в свою жизнь, в свой ритм жизни. So you can still enjoy food and life together with family and friends. То есть вы по-прежнему можете кушать и наслаждаться жизнью со своими друзьями и родственниками. And also it's based on the natural balance shake, so this ensures that your body gets the optimal nutrition. И кроме этого, программа основана на естественном оптимальном питании. То есть вы можете быть уверены в том, что каждый день получаете необходимую дозу питательных веществ. And the effects and the safety of this program is documented in clinical trials. И кроме этого, безопасность программы подтверждена клиническими исследованиями. Here, in this Igelesa. In this place, Igelesa. Вы знаете, да? And they are now running a weight loss study. Weight loss. И сейчас проводится исследование, направленное на потерю веса. Which is based on the system. Которое является основой системы. And they don't only do this weight measurements and weight measurements. Показателями результативности являются несколько показателей. Первое – это изменение объемов тела, уменьшение, да, и уменьшение талии. They're doing all kinds of analysis to see how all the body values are changing and improving. Но кроме этих объективных анализов, также проводятся другие разнообразные анализы, которые показывают влияние программы не только на снижение веса, но и на другие показатели. For example, this full body scan where you can actually see exact amount of fat, muscles and tissues. Например, вы уже видели вот этот скан, который показывает измерения, которые проводятся, соотношение мышечной массы и жировой массы. But the results of this study are even more impressive than the method. Но результаты исследования еще более поражают, чем естественное снабжение. The average weight loss after 12 months is 9.4 kilos on overweight. 12 месяцев средняя потеря веса составила 9,4. Но это люди с повышенной избыточной. And you can see that they lose weight very steadily. Но вы видите, что потеря веса происходит не как на диетах моментально, а постепенно в течение определенного промежутка времени. And when they reach their optimal body weight level, it's maintained. They don't regain this weight. То есть приблизительно, вот если посмотреть на этот график, через 9 месяцев достигается оптимальный вес, но вы видите, что дальше он не увеличивается назад, то есть просто возврата веса нет, он удерживается. But on top of that, they report that they get lots of more energy, they sleep better. Но кроме этого, кроме таких объективных показателей, как потеря веса, есть другие. Например, участники исследований говорят, что они лучше спят. They mentally more focused. Им легче сфокусироваться, легче поддерживать активную мыслительную работу. And this system is based on 3 cornerstones, which is recognized by all scientists in the world. Сама же система базируется на 3 самых важных моментах, которые признают и которые говорят ученые всего мира. When it comes to weight loss, it's very important with nutrition. Во всем, что касается потери веса, очень важна первая стадия – это питание, первый ключевой момент. To eat the right amount of nutrition and not unhealthy. Есть правильное количество еды и правильное качество еды. And here, of course, the natural balance shake and the wellness pack is key to ensure that you get optimal nutrition. Соответственно, для оптимального питания ключевыми продуктами являются шейк и, соответственно, wellness pack. The second cornerstone is to make some kind of activity. Второй основополагающий момент системы похудения – это проведение какой-либо физической активности. But you don't need to run. You can take a walk, you can dance, you can play with the kids.
Это не значит, что вам нужно обязательно поднимать тяжести в тренажерном зале. Вы можете бегать, вы можете играть с детьми в активные игры, вы можете ходить в лес. And last but not least, we call it here the wellness community. И третий основополагающий момент, мы его называем сообщество wellness. And this is to illustrate the importance of support and encouragement. Но что имеется в виду? Имеется в виду, что третьим основополагающим моментом в потере веса является некая общность, поддержка, которую люди получают в процессе похудения. And here the Oriflэйм consultant plays an important role for those who would like to follow this system, to stay in touch with them and to encourage them and ask them how they are doing. Поэтому консультант Орифлэйм из-за этого третьего основополагающего момента внимания и поддержка играет важную роль и будет играть в плане wellness для тех людей, которые решили потерять вес и, соответственно, начали принимать продукты wellness. And the system is based on natural balance. Система основана на natural balance shape. And as you know, this product is unique compared to competition in very different, many aspects. Уникальные моменты, которые отличают шейк, еще раз повторим, от продуктов конкурентов. For example, it contains purely natural nutritional ingredients. Первое содержит только натуральные ингредиенты. The nutrition is in optimal balance. It's even exactly the same balance as in human mother's milk. Содержание питательных веществ абсолютно соответствует естественному содержанию человека, соответственно, например, структуре материнского молока. Contains very high levels of omega-3 from the special eggs that is inside the formulation. Кроме этого, в продукте находится очень высококачественная омега-3, которая получается из яиц, которые также являются составляющей шейка. Contains only natural flavors. Кроме этого, вкусовые добавки, которые добавлены в шейку, они тоже полностью натуральные, то есть никаких искусственных ароматизаторов. And also important, the formulation is low glycemic index. Кроме этого, низкий гликемический индекс, то есть сахарный нет. It means that the sugar levels are maintained in a healthy level. И, соответственно, при приеме шейка уровень сахара в крови остается на нормальном уровне. And all these three points explain the great effects of the product. И, соответственно, все эти уникальные моменты объясняют то влияние, которое шейк оказывает на человеческий организм. The formulation ensures that your body gets optimal nutrition. Сама формула продукта обеспечивает оптимальное питание для нашего организма. You can stay focused and you get more energy. Соответственно, вы можете дольше удерживать внимание, у вас больше энергии. But it also reduces the sugar cravings and the hunger feelings in your body. Но также у вас меньше желания скушать сладенького и, в принципе, меньше чувства голода. And this is the reason why it can help you lose weight. Именно поэтому, то есть пониженное чувство голода, меньше содержание и потребление сахарно основанных продуктов приводит к потере веса. Let's take a look at three different programs. Итак, три разные программы, которые можно, в зависимости от личных предпочтений, делать с шейком. Intensive, optimal, and balanced. Оптимальный, интенсив и сбалансированный. And they are depending on your weight loss goals. И они зависят от тех целей, которые вы ставите перед собой с точки зрения потеры веса. And you can use the body mass index table as a guideline to choose your program. Для того, чтобы выбрать подходящую для вас программу, вы можете начать с того, что выбрать, определить ваш оптимальный вес. So you put your length on one side and your weight on one side, and you can read your index number. Сначала определяется индекс, необходимый индекс массы тела. Слева вы определяете свой рост, вверху свой вес. На пересечении вы видите идеальный индекс массы тела. And this BMI is a guideline for you which program you can use. И, соответственно, индекс массы тела, текущий на данный момент, который у вас есть, показывает, какую программу вы можете выбрать. And it's also a guideline to
set your realistic weight loss goals. Это также помогает вам установить реалистичные цели. These realistic goals, they are based on the clinical study that has been done here. Эта рекомендация потери веса основана на клинических исследованиях, которые проводили в Игелесу. So if you have a body mass index of 31, you can expect to lose 4.4 kilos in the first 3 months. Например, если ваш индекс массы тела больше 31, то за первые 3 месяца вы можете практически 100% гарантия знать, что вы потеряете 4,4 килограмма. And let's take a look at the different programs. Давайте посмотрим, как это работает в каждой программе, что нужно делать в каждой программе. Let's start with an intensive program which is pretty tough for your body. Программа интенсив – это, пожалуй, самая такая стрессовая программа для организма, самая активная для индекса, для тех, у кого индекс массы тела больше 30. But it gives you a kickstart if you are determined to lose weight. Но также она может подходить, когда вы хотите потерять, независимо от массы тела, определенный вес, то она может послужить таким толчком вашего организма для того, чтобы начать терять вес. Since it's rather tough, you should only do it for maximum 2 weeks, then you switch program. Но мы рекомендуем делать, так как программа достаточно жесткая, то мы рекомендуем проводить ее 2 недели и затем переключаться на нормальную, более менее требовательную программу. So if you look at on the details here, there is first a healthy breakfast, Начнем с первого, это здоровый завтрак. which can contain boiled eggs, for example, Что может входить в здоровый завтрак? Это вареные яйца. which is great nutrition. Also, non-sugar yogurt. Йогурт без сахара. So it's important to remove the sugars. That's not healthy for us. Самое важное, чтобы в вашей пище не было сахара, потому что он вреден. And if possible, low-fat yogurt is also good. И также по возможности, если вы можете пить, то это нужно брать йогурт с низким содержанием жира. Bread is also very good for breakfast, but then you should choose dark bread with fibers rather than white bread. Вы можете также взять хлеб, он очень хороший на завтрак, он не белый хлеб с пшеничной мукой, а темный хлеб, в котором содержится клетчатка. What about cereal? Cereal, fiber cereal is also very good. Да, тоже каша с высоким содержанием клетчатки. Like low-fat milk with the fiber cereals. Ну, например, каша с молоком, но молоко низкой жирности. Or porridge. What about cooking cheese? Yes, it's good. Да, тоже. So when we move to lunch, you should take something 30 minutes before the lunch. Теперь мы подходим к обеду. За 30 минут вы должны что-то принять. За 30 минут до обеда вы должны что-то принять. What should you take? Что? Шейк. Shake. Yes. Perfect. You take a shake 30 minutes before the lunch to ensure the optimal nutrition and to reduce the sugar cravings and hunger feelings. Соответственно, за 30 минут до обеда мы принимаем шейк для того, чтобы уменьшить чувство голода и не тягу к сладкому. So you will feel less hungry and you should only eat salad and vegetables for lunch. Соответственно, вы будете к моменту обеда чувствовать себя не таким голодным, и на обед мы рекомендуем есть только овощи, то есть салат. And you should not forget to take the awareness pack sachet. После обеда, соответственно, мы рекомендуем принять желтый. To ensure that you get the vitamins, minerals, omega-3 and astaxanthin that you need. Для того, чтобы у вашего тела было необходимое количество витаминов, омега-3 и аскорбин. In the afternoon, you take a healthy snack, which is one fruit and a few nuts. Затем полдник. Мы рекомендуем один фрукт и несколько орехов. And sugar illustrates that you should not forget to do some kind of exercise every day, like a meal. И не забывайте трассовок, которые вы видите, это напоминание, что в течение дня вы должны посвятить время физической нагрузке. На более длительный период, более долгосрочный. This program you can stick to until you have reached your weight loss goals. И эту программу вы можете поддерживать до того момента, пока вы не достигнете
same breakfast recommendations? Те же самые рекомендации по завтраку, повысить свой уровень внимания и способность оставаться активным в длительное время. And ensure that they get optimal nutrition. А также быть уверенными в том, что они питаются оптимальным образом. И очень часто у меня настолько много работы, большое количество пациентов, у меня нет времени на обед. And in those situations, I take 2 portions of shake together with 1 fruit. И в такой ситуации, когда у меня нет обеда, я принимаю 2 шейка с одним фруктом. That is better than for 5 minutes try to eat like this. И это лучше, чем есть обед в спешке, да, то есть за 5 минут у меня целый обед. Then I don't feel hunger until I come home at 5:30. Я не чувствую голода до того момента, когда я возвращаюсь домой, около 5:30. Ложится сколько? What time do we have lunch? 12:30. 12:30. And on my way home, I pick up 3 children of mine. По дороге домой я забираю 3 детей. They are 7, 5, and 2 years old. 7, 5 и 2 лет. And they are very hungry. Которые очень голодны. And they are screaming. И которые верещат от того, как они хотят есть. And before dinner is ready, I have to give them a portion. И до того, как готов ужин, пока я готовлю ужин, я даю им порцию шейка. Half portion. Половину порции. They like it too. И им это нравится. And my husband is a doctor too. Мой муж, он тоже врач. He's working night shifts. Он работает в ночные смены. In the night, he doesn't feel to eat. И ночью, в принципе, есть не хочется. You don't feel so well to eat in the night. И более того, организм плохо себя чувствует, если ночью поесть. Then he takes a shake. И он тогда принимает шейк для того, чтобы поддержать организм. So we use it, the whole family. Так что мы всей семьей пьем шейк. And if the shakes are out of, they are not in the house, И если шейка, например, у нас закончился шейк, и дома его нет, I get more hungry. Я чувствую, что у меня чувство голода усиливается. I want sweets and cakes. Мне нужно есть конфетки и тортики. And I like to maintain the weight. So It's panic in the house. И тогда, так как я хочу поддерживать вес, то начинается паника, да. So I would like to maintain the weight. So И для меня это цель, в принципе, приема шейка, это поддержание моего веса. it's more healthy to take a shake than to take a cake. Естественно, выпить шейк это намного более здоровый прием пищи для организма, нежели пирожок. And if I take a cake, I get tired afterwards. И я думаю, что вы тоже знаете, что если съесть тортик, то после него вы чувствуете еще прилив усталости. With the shake, I stay focused. With the shake, I can focus on my После job. приема шейка я по-прежнему могу быть сфокусированной и поддерживать внимание в своей работе. Okay, now Ira will tell you more. And every lunch here when I take 2 portions shake, 1 fruit and 1 vegetables. Instead of lunch. Instead of it's actually a lunch. Ева расскажет с того, как она принимает шейк. Она принимает шейк, начиная с обеда. То есть ее обед состоит из 2 шейков, 1 фрукта and 1 vegetable, и 1 овоща. And it used to be apple, orange and a carrot. Обычно я кушаю яблоко, 1 apple, 1 apple or orange. одно яблоко или апельсин и морковь. Because I need something to shave, not just drink. Потому что мне лично нужно не только что-то выпить, но и что-то пожевать. Carrot takes a long time to eat. А морковку можно жевать очень долго. And I also feel satisfied to the evening. If I eat something else, I used to be craving and I am really hungry. Then Я I также take чувствую focus. после этого обеда, что я до конца вечера не испытываю, до вечера не испытываю чувства голода. Раньше у меня такого не было. Я постоянно чувствую, что мне нужно что-то перехватить. And I don't feel sleepy when I can do it. I sometimes do it when I'm eating normal lunch. I feel sleepy 1 hour later, but not with this one. И после того, как я ем обед с шейком, у меня нет чувства сонливости, как обычно бывает, когда мы поели обычную еду. And I think you have seen this system program.
Вы уже видели эту систему, программу. And to lose weight is not just what you're eating, it's also the social life you have. Потеря веса это не только успех в потере веса, это не только то, что вы едите, но это также социальная поддержка и внимание людей, которые вас окружают. It's important that you have a good social life, good sleep, and the job and everything around you. Важно, чтобы вы по-прежнему вели активную социальную жизнь, чтобы вы хорошо спали, чтобы вы были в хорошем расположении духа, даже когда вы сидите, получается, на диете. Да? And then the food and the exercise is also very important here. And you don't need to run and go to gym. It's quite okay if you just walk half hour a day. И, конечно, как тоже уже говорили, очень важна активность, физическая нагрузка. Не обязательно бег, это может быть 30 минут в день. Most of us is sitting too much today. Большинство из нас ведут сидячий образ жизни. I mean, the body is made for exercise. Наше тело на самом деле создано для физических нагрузок. And this green road here is actually the optimal to eat and to get a healthy lifestyle. Первая программа, которая на самом деле у нас там была второй, это программа естественного поддержания веса. And you should eat 3 heavy meals a day and 1 or 2 snacks, it depends on. Обычно в нашей жизни 3 основных приема пищи, 2 перехвата пищи. And if you should try to lose weight, there is 2 things you actually have to think about. Take rid of all kind of sugar. И если вы хотите похудеть, то нужно обратить внимание на 2 вещи. Первое, полностью отказаться от сахара. It doesn't matter if it's honey or sugar, it's sugar in any way. И это не имеет значения, мед это или сахар. От сахара надо отказаться. And you also should have slow carbohydrates. It means a lot of red vegetables and not white rice and white bread. Take away that too. И также нужно отказаться от продуктов, которые быстро перевариваются, потому что организму, например, овощи перевариваются долго, и, соответственно, постепенно дают энергию. Белый рис, white rice and Custard. Белый рис и вермишель, например, они перевариваются быстрее, да, и, соответственно, дают моментальный прилив энергии, но при этом откладываются лишнее. Фрукты, наверное, да, тоже, виноград, там все это. So if we take out sugar, do we take out fruit like? No, not fruit. Because whole fruits, it's much better. You get a lot of fiber, vitamins and things like that, and you're shaving. So that's really good. It's the sugar you put in cookies, sweets, favorites. Сахар наиболее вредный в чистой форме, то есть тот сахар, который мы добавляем в печеньки, пирожные и так далее. Сахар, который содержится во фруктах, он совмещается с полезными веществами, например, с клетчаткой, да, и поэтому не так вреден. And this here, this breakfast actually, the bread is too big here. It should just be one little slice of bread. Если мы говорим о завтраке, мы упоминали уже хлеб, да, на самом деле Влад, надо брать маленький кусочек хлеба. Реально кусочек, да. And sometimes you maybe eat something for snacks between the breakfast and the lunch. It depends how much hour there is between. Если вы чувствуете голод, вы можете перекусить до того, как вы будете принимать обед. That can do all these measurements, we have tested this natural balance shake here. Кроме этого, мы здесь исследовали шейк не на пациентах с проблемами, но у нас есть в лаборатории все необходимые инструменты для того, чтобы проводить подобные исследования. Вот шейк мы исследовали. And that is very interesting for us because the risk factors for cardiovascular diseases are these: too high blood pressure, a bad balance of blood lipids, too high blood sugar, too high body weight,
inactivity, stress, too much of smoking and alcohol. И для нас очень важно исследовать причины, в принципе, исследовать сердечно-сосудистую систему и шейк, да, потому что причинами проблем сердечных являются вот те риск-факторы, которые перечислил профессор. Это высокое кровяное давление, липиды в крови повышенные, сахар, избыточный вес, отсутствие физических нагрузок, стресс, курение, алкоголь. And these are risk factors that we can measure, actually. We can measure the blood pressure, we can measure blood lipids, sugar, body weight, and we can affect inactivity, stress. Все эти факторы рисковые мы можем измерить, да? Мы можем измерить давление, мы можем измерить уровень сахара в крови и stress. We can also measure. We cannot measure the. We can affect the stress. And what stress is, I mean, that is not to have much to do, but it's a type of mental stress. И мы также можем оценить влияние стресса на организм, да, именно эмоционального стресса. For instance, if you are very lonesome, have no friends, nothing, Например, если вы очень одиноки, у вас нет ни друзей, ни знакомых, then you can be very stressed due to that, and you need some company. Стресс, потому что любому человеку нужна социализация. So this is important part, yes. И стресс это важная часть To reduce нашей the работы, stress. уменьшение стресса. And if you are stressed, it's very difficult to get to sleep. И если у вас стресс, то очень сложно спать, да? Сложно иметь нормальный сон. And in the long run, this is a risk factor for cardiovascular diseases. И в долгосрочной перспективе присутствие стресса это риск для сердечно-сосудистой системы. With this natural balance shake, we have seen that we get better balance of blood lipids, we get a lower blood insulin level. Что мы увидели во время исследований шейка? Что уровень липидов в крови нормализовался, понизился. And these are things that we can measure here. So, I mean, this natural balance shake is not medicine, it's ordinary food. Но при этом важно понимать, да, что шейк не является лекарством, это обычная еда, просто нормальная, хорошего качества еда. But we can measure the effect of food. Но эффект мы можем исследовать, увидеть в медицинских показателях. And we know that it affects this in a positive way. Ушли они. И мы знаем, что шейк влияет на эти показатели благоприятным образом, улучшает. Another thing we measure here is blood contents of different things. For instance, blood sugar we can measure very easily. Кроме этого, здесь в нашей лаборатории мы измеряем состав крови, например, некие показатели определенные, да, например, уровень сахара. So Orna now has a needle in his arm. У пациента вставлена иголка. And Moa will take some blood from Orna. Мува сейчас возьмет пациент, кстати, сын профессора. У него взяли образец крови, забор крови сделали. And this blood we can put in machines we have in there, and we analyze 50 different things. После этого образец крови ставится в машинку, которая находится там, и мы меряем 50 видов из показателей крови. One thing here. Уровня крови вообще очень легко, прямо вот можно подойти, да, и посмотреть, они сейчас измеряют. It's a small apparatus you only need. Actually, one drip of blood, you can take it from the finger Для этого also. нужна всего лишь одна капля крови, то есть не обязательно из вены брать, можно из пальца. Показатели бывают разные. Да, какой показатель? Нельзя кровь сдать? Нет, Литр я только. буду спрашивать девушки, нельзя. Меньше литра не принимают. Во-первых, его надо утром сдавать, да, это демонстрация. Да, мы надеялись. When we took the first blood samples 3 hours ago from Ordner, 2.5, he had 7.1 in blood sugar. So let's see what it is now. 3 часа назад, когда первый раз брали у Адна на часть анализ крови, у него уровень сахара был 7,1. Давайте посмотрим, что сейчас. Because it's very, if you eat sugar or something with carbohydrates in, 5,9.
Когда вы едите сахар, 5.9. 5,9 показатель, когда вы едите сахар или быстро усваиваемые углеводы, Хорош. 1 hour ago he had 4.9. Много, да? у него час назад был показатель 4,9. Have you been eating something? Yes, a natural balance shake. He took a natural balance shake. За это время, за час, он принял Natural Balance Shake. Ты жвачку пожевал. And the blood sugar increased very little. И уровень сахара в крови изменился очень ненамного. But what things happens when you eat these carbohydrates? Но что происходит, когда вы едите не Natural Balance Shake, а едите сахар, например, да, или сладкое? And if you eat, for instance, a big meal with potatoes, pasta, white bread, all this with very... Вермишелью, то есть углеводами, которые очень быстро усваиваются. Your blood sugar will be very high. Ваш уровень сахара в крови резко подскочит. And it goes up after 15 minutes. Буквально через 15 минут после того, как вы поели. And then the insulin. После этого, как вы знаете, начинает вырабатываться инсулин. From the pancreas, insulin is released. Из желудочной железы. And when insulin goes up very much, the sugar disappears from the blood into the cells. Соответственно, что происходит? Инсулин вырабатывается, подавляет сахар, а сахар исчезает, уходит в клетки. And when insulin is very high, this goes quite quick. И, соответственно, большой выброс инсулина, быстро подавляется сахар, то есть быстро сахар исчезает. And when blood sugar goes down deep, you get hungry. При этом он подавляется очень сильно и быстро, и у вас сразу падает уровень, опять же, сахара в крови, вы опять чувствуете, что вам нужно что-то поесть. And then you want candies, chocolates, сладенького, шоколадку, everything you can eat, you take. Что-нибудь. And if this continues several times a day over a long time, и если вы продолжаете таким образом кушать сладкое в течение дня, your insulin level will stay very high. Ваш уровень инсулина будет постоянно очень высоким. All over the day and the night. В течение дня и ночи. And that is dangerous. That is not good at all. И это вредно для вашего организма. Is there any insulin norm? It should be 4, 5, 6 in that range. 4-6. In the morning before you eat. Fasting. Утром, когда вы измеряете, Below 8, we have a rule here, below 8. Для нас мы используем показатель в норме все, что до 8. But if you go to the hospital, they say below 16. Но, например, в больнице вам скажут все, что до 16. Because this normal range is what most people have. And most people have too high levels. Потому что норма ставится по наиболее часто встречающейся. И, к сожалению, большинство людей в норме имеют инсулин выше, чем он должен быть. And the problem with high insulin is that you cannot decrease your body weight. И проблема с высоким уровнем инсулина такова, что при высоком уровне вы не можете потерять вес. And insulin is also a type of growth factor, so you get bigger. И инсулин также влияет на набор веса, то есть вы поправляетесь и поправляетесь. And we have seen this natural balance shake is positive for the insulin level. It decreases the insulin level. И шейк влияет на уровень инсулина, он его понижает. And when insulin goes down, then after a while you can also decrease your body weight. И, соответственно, путем подавления высокого уровня инсулина вы постепенно теряете лишний вес. And this is, of course, then if you wish to go down in body weight. Конечно, в случае, если вы хотите потерять вес. You don't need to do that. but also the participants in this study, they feel very good. They say they are more awake. They have no cravings for sugar. They don't go and buy candies anymore. Но в чем, опять же, уникальность и комфортность приема шейка? Все участники исследований говорят, что у нас нет подавленности, у нас больше энергии, мы более активные, мы более внимательные, у нас нет необходимости постоянно есть сладкое, у нас нет постоянного чувства голода или недоедания и так далее. Okay.
Any questions about this chemistry? Что они сдавали крови, у них есть такой анализ АЛАТ. Наверное, он у нас есть. Ну, АЛАТ. Вот АЛАТ. Я не знаю, как это перевести. Well, we communicated with some consultants from European countries, and they said that we have internal wellness tests in some countries, and in the course of testing wellness shake and its influence on the body, one of the blood tests which they made was measuring indicator called ALAT. Yeah. So why do you want to take that? ALAT are enzymes mostly from the liver, and we have seen that they goes down a little bit. So the liver is sign of a better performance of the liver. Состояние обмена веществ в печени, и в частности этот показатель тоже они используют в исследованиях wellness и смотрят на его динамику. И они видят, что показатель становится лучше, то есть печень лучше работает. А какой норм? In their norm. Yes, but I cannot. Исследованиях такого не наблюдали. That question you should bring forward. Физиологической. So in here we are doing clinical physiology. Здесь проводятся клинические исследования по физиологии. And that is to measure body functions. Для того, чтобы измерить уровень функционирования организма. Here we are trying to measure the quality of sleep. Например, тут мы исследуем качество сна. So we have electrodes to record brain waves. У нас есть электроды, которые расположены таким образом, чтобы записывать мозговые волны. And we have electrodes to record the eye movement. Также электроды для регистрирования движения глаз. And electrodes around the mouth to record muscle. И электроды вокруг рта для того, чтобы фиксировать движение мышц. And when he is relaxed, there is not very much to see on the screen here. И когда человек расслаблен, то на экране вы видите, все показатели очень стабильные, да, все хорошо. So now I ask him to wake up. Сейчас я попрошу его проснуться. Open And his directly you eyes. can see that И вы видите, как начинают изменяться показатели. Открыть глаза. What is your name? Anton. No, yeah. The brain activity curves, they increase when he have to think. Когда он начинает думать и начинает говорить, начинают изменяться показатели мозговой активности мозга. And don't look at the pen here Посмотрите на and ручку follow it with your eyes. и следите за движением ручки. Интересно. here. And those two here. See, that's the eye. Вот верхние две это глаза. Yes. And now you open your mouth and see. Теперь открой рот. That is seen down here. И сейчас внизу появится движение рта. Yes. So by combining these signals, we can determine how deep a person is sleeping. Путем комбинирования этих показателей мы можем оценить качество сна. And early in the night you are sleeping very superficially. И, наверное, вы знаете, на ранних стадиях сна вы спите, сон очень поверхностный. And then you go down to deeper and deeper levels. И затем вы засыпаете все крепче и крепче. And goes back towards superficial sleep. А потом опять возвращаетесь из глубокого сна к поверхности. And that cycle takes about 90 minutes. 90 minutes, yes. Цикл составляет приблизительно 90 минут. So during a normal night you have 4 to 5 cycles. И во время обычной ночи у вас 4-5 таких циклов. And the important part of the cycle is when you are sleeping very deep. И важная часть цикла это когда вы крепко спите. Because that's important for the recreation. Потому что именно эта часть сна важна для восстановления организма. It's also important for the psychological function. А также для хорошего психологического состояния. Yes. And then during the night we're also dreaming. Также вам снятся сны. Then we see rapid eye movements on the screen. И тогда мы видим на экране активное движение глаз. And there are brain waves to show that he is
active А thinking. также мы наблюдаем мозговую активность мозга. But on the other hand, the muscles are very relaxed. Но в остальном мышцы расслаблены. That's probably why it's so difficult to run in the dream. Поэтому, наверное, If you очень have that сложно feeling. бегать во сне. Или летать. Yes. Легко падать. Okay. What we have seen is that when we ask the persons who are taking natural balance shake, they say that the quality of the sleep, Качество сна. and we think it's due to better nutrition, И мы думаем, что это благодаря улучшенному качеству питания, leading to lower insulin levels during the night. которое приводит к более низкому уровню инсулина во время ночью. во время сна. So this is how we measure sleep. Вот таким образом мы измеряем сон. And this is an exercise test. И это тест физических упражнений. With this test, we can monitor the health of the heart and the lung. Этим тестом мы измеряем здоровье сердца и легких. So maybe you can start. So here you can see we are recording many things here. Здесь записывается сразу несколько показателей. This is recording from the heart, Это показатели сердца. and we can see how often the heart is beating. Мы видим биение сердца. And now it is 90 beats per minute. Сейчас это 90, пульс 90 минут. And if we blow up such a complex, we see it here. Если мы приблизим вот частичку, да, то мы увидим вот вблизи одну из частичек сердцебиения. And the shape of that complex tells something about the health of the heart. И кроме того, что мы видим частоту сердцебиения, мы видим также по качеству вот этой кривой здоровье, состояние здоровья, некоторые показатели. And then we are also measuring blood pressure. Here now it is starting. Кроме этого, мы меряем давление крови. It was just 109 over 109 на 69. 69. And when he's working now, the blood pressure will increase. Working, cycling. Сейчас вот When he's cycling. во время физических упражнений уровень давления в крови увеличивается. Can you see it increased somewhat? Опять увеличилось. And we are also recording here oxygen uptake. Мы также меряем с помощью маски на лице количество вдыхаемого кислорода. And the elimination of carbon dioxide. И выделение диоксида углерода. Yes. So we can see that he is burning fat now То есть мы видим, что сейчас он сжигает жиры to get his energy. Burning fat to get для того, energy. чтобы иметь энергию для физических нагрузок. Yes. The heart rate increases slowly. Вы видите, что пульс увеличивается тоже, был 90, сейчас 106. And you can see here that those small curves are increasing. И вы также видите на втором экране, что увеличиваются кривые. So the metabolism is increasing. Это значит, что увеличивается обмен веществ, скорость обмена He веществ. needs more and more energy for his work. И ему нужно больше и больше энергии для его работы. And he is burning his fat in the body. И таким образом он сжигает жир в теле. If he's working very hard, then he starts to burn carbohydrates. Если он начнет очень активно заниматься, то тогда он начнет сжигать углеводы. And if he's working even harder than that, then he's getting milk acid in the blood. А если он будет еще более активно заниматься, то у него начнет возникать молочная кислота, вырабатываться в мышцах. And that is reflected in these curves. И на кривых мы это увидим. See, the blood pressure is here now.
Давление, обратите внимание, по-прежнему поднимается. The heart rate has increased to 100. Так же, как и пульс. But still he can work a bit more. Но мы знаем, что он еще может больше усилий прилагать и заниматься более активно. Вон, слева на экранчике. 127 на 39. 27? Вверх не идет? Да, вот и написано. Если не поднимается нижняя падает, You can see here how it increases. Обратите внимание, по-прежнему кривые растут. Now it's increasing even more. Особенно синяя. И сейчас обе растут. Normally he's cycling so long that he cannot cycle anymore. Обычно он занимается на велотренажере до изнеможения. And then we measure his physical capacity. И таким образом мы измеряем его физическую выносливость. Мучают в Китае. Зачем? Клиническое исследование. Ты смотри, кого они на опыты делают. So maybe we should Shall we decrease the load? let's see if it is no, I can do like this. I can do like this. I stop it here. Сейчас мы остановим тест. Stop. Okay. Закон не позволяет. Stop it. Like this. And then we can go into the recordings here and see what happened during the test. Все показатели этого теста записаны в форме файла, и мы можем увидеть, Yes. How much he was breathing and как он дышал. yes. So many diagrams are produced here. Например, как он дышал. Но кроме этого мы получаем большое количество других показателей на этих диаграммах. Yes. I'm thinking of. Yes. Yes. What are your questions about this test? Yes. Есть ли вот рекомендация, когда лучше ложиться спать, когда лучше вставать? Do you have any recommendations in terms of when do you need to go to sleep, when it is better to go to sleep, when is it better to get up? Are there any recommendations on that? Time of going to sleep or It's very individual. Yes. How much sleep you need. Зависит от того, сколько вам нужно сна. Разным людям нужно разное количество. We have one problem with young people here, our children, because they are looking at TV or sitting at the computer late in the evenings. У нас, например, в Швеции существует проблема с детьми, потому что они долго сидят за компьютером или смотрят And then they got too little sleep. и у них очень мало сна получается. And you cannot communicate with them during the day. И днем с ними просто невозможно общаться. So it's important to have the environment in the bedroom in a very good shape. You should have Поэтому очень важно, чтобы в спальне у вас была правильная атмосфера для сна. 16-18 degrees in the bedroom. Еще вопрос. В случае, когда маленький ребенок 6 месяцев и приходится родителям просыпаться через каждые 3 часа, какой самый наилучший способ потом восстановиться? В течение дня поспать или какие меры принять? When you're having a little baby, a toddler, then basically you're waking up every 3 hours at night. What is the best way to get sleep, in the normal way? To sleep during the day, or what do you do? Это работа идет. Индивидуально. This is a serious question. Absolutely. It's a very hard time to have small children. I know it. It's a very hard time. Да, я знаю, что тяжело со сном. Perhaps you should change. Sometimes I think that's why the man should take care of the child. That's why you're two. Yeah. You should help each other. It's important. But I mean, Yeah, but he cannot breastfeed, can he? No. That's good. Мы не можем по очереди кормить. Вот Да, я сказала. My wife had our children in the bed with her. Они, например, они со сном ничем сейчас не помогут, Алексей. Они только могут порекомендовать. В любом случае, в первый месяц самое сложное время для сна, когда ребенок маленький, от этого никуда не денешься. It is not dangerous to have a bad sleep over a short period of time. Это достаточно короткий период, во время которого не страшно мало спать.
Быстро пройдет, Леша. Да, давай. Центральный офис Орифлэйм в Стокгольме. Здравствуйте. Сегодня 4 сентября 2009 года. Сбылась наша мечта. Мы находимся в самом центральном офисе Орифлэйм, где находятся президенты и основатели компании Магнус Брэнстон. И это Швеция. И мы сейчас в центре, в Стокгольме. Сейчас мы поднимемся по лестнице и посмотрим, как же живут наши основатели. Те, которые управляют 60 странами мира. Компания, которая изменила в корне жизнь нашу и миллионов людей по всему миру. И вот сейчас мы это увидим.